Цунами Мураками провела детство на горе Камарэби. Когда она смотрела на город с вершины, то представляла его живым организмом. Библиотека была головой, дороги венами, текущими по рукам улицам, парки с деревьями были легкими, которые насыщали организм кислородом. А сама Цунами мечтала стать сердцем, снабжающим город жизнью. Окончив университет, Цунами приобрела знания о градостроительстве и в полной мере осознала значение своего рокового имени. Ей подвернулось место, где она запросто могла бы пройтись разрушительной волной и основать свой собственный город-организм, став его пылающим сердцем. Мы приветствуем вас на канале «Не без разницы». Всем привет! С вами Стас и Лёша. Мы решили сделать специальный выпуск, обзор челленджа, который проходим на нашем канале. Построй свой город! И осветить основные события, которые произошли с нашими героями. И с городом, который уже функционирует. Действительно, как живой организм. Ну и попутно как раз-таки рассказать о правилах. Ссылка на подробные правила находится в описании к этому видео. Итак, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну и прежде всего начать следует с того, что «Построй свой город» — это прям-таки глобальный челлендж, и главная идея которого — построить собственный уникальный город, управляя при этом всеми семьями, которые будут постепенно его заселять и тоже участвовать в строительстве. Для застройки будущий мэр Цунами Мураками выбрала город Виллоу-Крик, и он был совершенно пуст, без единого жилого дома и общественного заведения. Все лоты в городе имели лишь порядковые номера, там участок 1, 2, 3 и так далее. Цунами тоже поселилась на пустом, даже стерильно чистом участке, а поскольку по правилам челленджа в ее бюджете, как у основательницы города, было всего лишь 3000 симулеонов, она сумела возвести себе лишь маленькую хижину, в которой какое-то время ютилась. Никаких коммунальных услуг. Никакой воды. Никакого света и канализации, потому что в новом городе этого попросту нет. Чтобы провести коммуникации в город, Цунами следовало заплатить по 3000 симулеонов за каждую подобную услугу. За свет, за воду, за канализацию. То есть всего 9000. Разумеется, таким бюджетом Цунами не располагала. Поэтому иногда ей приходилось идти на крайние меры. Покупать и продавать вещи Цунами могла только по вторникам, четвергам и воскресеньям, так как в молодом городке совсем не было магазинов. Да, и транспортное сообщение с другими городами не налажено. И именно по этим дням в ее город ходил автобус, который мог доставить хоть что-то. Отменить это правило можно только при соблюдении определенного условия, если помимо парка в городе будет действовать как минимум 2 общественных участка. А еще жить 4 семьи. За первую неделю Цунами следовало заработать симулеоны, чтобы приобрести еще один участок для новой семьи, а также начать отстраивать парк, который ей подарило государство по программе «Поддержка молодых градостроителей». Это, кстати, тоже предусмотрено правилами. Всю неделю Цунами строила, занималась садом, искала коллекционные предметы и зарабатывала как могла. Все шло совершенно не так, как она себе представляла, когда воодушевленно отправилась покорять только пустующий город. Но тем не менее, за неделю она сумела обставить парк минимальным набором предметов, указанных в требованиях к этому общественному участку, и купить землю для горожан, которые должны были приехать на следующей неделе. И тут, собственно говоря, мы подходим и к основному правилу челленджа. Очень интересному. А интересно оно потому, что формируется рандомно с помощью случайного генератора чисел. И это правило о семьях, въезжающих в город. Каждая семья неповторима и имеет как свою специализацию, так и задания на период челленджа. Например, семейке эрудитов нужно построить библиотеку. Семье культуристов спортивный зал и даже выбрать карьеру детектива, чтобы следить за правопорядком в городе. А вот семейке злодеев нужно всячески мешать строительству города. Количество членов семьи тоже выбирается рандомно. Ссылка со списком всех доступных семей и их специализаций также находится в описании к этому видео. Цунами узнала, что первыми в город въезжают рестораторы, и порадовалась этому, потому что ресторан должен привлечь больше туристов и потенциальных жильцов. Именно так в Виллоу-Крик появилась семья Бонжур.
У Бонжуров, как и у Цунами, тоже была своя история. Например, глава семейства Жюльен Бонжур всю жизнь работал шеф-поваром в лучшем ресторане, готовил потрясающе изысканные блюда и частенько срывал овации от публики. Но он всегда мечтал владеть собственным рестораном, но не мог себе этого позволить и воплотить мечту. А однажды владелец ресторана объявил, что Жюльену пора на покой, а на его место пришел новый талантливый шеф-повар. Из-за преклонного возраста Жюльена взяли на работу лишь в небольшую забегаловку, но вместо изысканных блюд посетители там требовали фастфуд. Им не было дела до кулинарных изысков. Тогда хозяин грубо сказал, чтобы Жюльен взялся за ум и перестал отпугивать клиентов. И вот как раз тогда семейство Бонжур, узнав о возможностях в новом городе, сделало решительный шаг и переехало. Бонжуры построили собственный домик и приступили к строительству ресторана. Но у всех, как говорится, были свои тараканы, и каждый из них боялся, что их потайные мысли могут быть обнаружены. Жаклин, например, питала любовь к кошкам. Рано утром она уезжала из дома и, пока никто не видел, переодевалась в кошку и давала волю своим чувствам и эмоциям. Жерар имел склонность к обжорству. Неспроста же он живет в кулинарной семейке. Однажды он даже застрял в нише музея, и лишь Жаклин сумела его оттуда вызволить. А их сын Жан-Поль мечтал о разгульной подростковой жизни. Несмотря на такие разные черты, Бонжуры все-таки были семьей, поэтому они смогли сплотиться и открыть ресторан под названием «Бон Аппетит». Мечта Жюльена наконец исполнилась. Он нашел применение своему таланту и готовил восхитительные блюда. Пока Жаклин встречала гостей, Жерар радовал публику чарующими мелодиями на рояле, а Жан-Поль разносил еду. Казалось, жизнь наладилась. Но не тут-то было. С открытием ресторана в городе объявился самый жестокий и беспринципный ресторанный критик. Рита Пепперони была не просто авторитетным ресторанным критиком, а самым настоящим доном Корлеоне кулинарного мира. Кто-то называл Риту ангелом смерти, Кто-то называл серийным убийцей ресторанов. а кто-то кровожадным инквизитором. От обедов в ресторане Бонжуров она, не скупясь на выражение, написала настолько кошмарную разгромную рецензию, что ресторану следовало просто немедленно закрыться, а Бонжурам сбежать из города под покровом ночи. Даже тараканы покинули это богом забытое место. Писала Рита Пепперони в своей статье. И вас я призываю поступить точно так же. Лучше увидеть Париж и умереть от восторга. Но если вы предпочитаете более изуверскую кончину, обязательно загляните в гости к Бонжурам в ресторан «Бон Аппетит». Теперь Бонжурам предстояло максимально повысить рейтинг своего ресторана, обучить персонал и вновь пригласить Риту Пепперони оценить их заведение. И, разумеется, получить от нее долгожданную похвалу. Все уже было подготовлено. Рита должна была появиться с минуты на минуту. Но на Бонжуров свалилась новая напасть. В ресторане завелась крыса, и если Рита ее увидит, Бонжуры будут обречены. И в следующих сериях нам предстоит узнать, смогут ли Бонжуры произвести на Риту положительное впечатление и смогут ли они заполучить хвалебную рецензию на свой ресторан. Пока Бонжуры разбирались с рестораном и хлопотами, связанными с его содержанием, в город приехала третья семья – семья искателей сокровищ. Глава семейства, Вивьен Диор, была замужем бесчетное количество раз, но каждый ее брак оказывался неудачным. Однако она никогда не отчаивалась и даже находила романтику в самых неожиданных точках земного шара. По молодости Вивьен частенько путешествовала и забиралась в опасные места, но всегда выходила сухой из воды. С домоседом Чаком они поженились недавно, и хотя он был гораздо моложе Вивьен, своей энергичностью она ничуть ему не уступала, даже наоборот, всячески пыталась его расшевелить. По своему обыкновению Вивьен решила, что мужу, как и остальным ее мужьям, что были до него, требуется ее помощь, чтобы измениться, несомненно, в лучшую сторону. Тогда она сказала Чаку: «Надо быть активнее, хватит сидеть на месте». Поэтому, въехав в Виллоу-Крик, Вивьен прихватила Чака и его сестру Лору и сразу же отправилась в Сальвадорадо на поиски древних амисканских сокровищ. К тому же перед этой семьей стояла задача – построить в городе музей и заполнить его найденными в путешествиях экспонатами. В Сальвадораде они узнали старинную легенду о проклятой царице, чьи сокровища спрятаны в джунглях. Оказывается, давным-давно на зачатке истории существовал народ амисканцев, которым правила царица Амина. Была она настолько некрасива, что даже подданные отводили от нее глаза. Именно поэтому она окружала себя богатствами, чтобы отвлечь взгляд от своего уродства. Но однажды на пороге ее дома появился незнакомец, и тогда она решилась на страшное. Царица возвала к амисканским божествам, Бедламу, Затота и Балампасе, и те даровали ей красоту.
Но предупредили, что если избранник не полюбит ее, на Амину ляжет жуткое проклятие. После смерти ее неспокойный дух будет обречен вечно скитаться среди своих сокровищ. Последствия ее решения не заставили себя долго ждать. В ночь перед свадьбой избранник царицы сбежал, прихватив с собой все сокровища. Предателя, конечно, нашли, драгоценности вернули на место, а его казнили, и проклятая кровь окропила реликвии. Амина не могла их больше видеть и приказала убрать все богатства с глаз долой и закопать их где-нибудь в джунглях. Именно на их поиски отправилась семья искателей сокровищ. В джунглях их поджидали разные опасности, и даже другие охотники за реликвиями вставали у них на пути. Вивьен и Чак часто попадали в передряги, часто рисковали жизнью, но именно такой риск разжигал в них пламя, подталкивающее на авантюру. Но однажды, ранним утром, Вивьен явился дух царицы и попросил о помощи. Поспрашивав у местных, Вивьен узнала, что снять проклятие с амисканской царицы можно, но для этого следовало собрать все части тотемов 3 божеств – Затота, Бедламы и Балампасы. Хотя, возможно, это просто вымышленная легенда. Как и царская гробница, которая якобы никогда не существовала. Тем не менее, Вивьен смогла ее отыскать. Во время раскопок в древнем сильвадорадском храме Лора, сестра Чака, испытала откровение. Она вдруг преисполнилась познанием о вечном и бесконечном и ощутила глубочайшее умиротворение. Лора стала видеть то, что было недоступно взору других. Оказалось, что мир наполнен множеством материи, которые незримы для глаз. И вернувшись домой, Лора настолько отдала себя заботе за ростком дерева, что ей вдруг явился его дух. Именно так она обзавелась новым другом. А во время медитации Лоре вдруг привиделось, что где-то далеко-далеко, за полями и каньонами, реками и озерами, живет загадочное существо – единорог. И ей очень захотелось испытать себя и приручить этого сказочного зверя. Тогда Вивьен рассказала, что ее тетка Фелиция какое-то время жила в Честнот-Ридж. Там она обзавелась собственным ранчо и породистыми жеребцами. Все они были очень сильно привязаны к тетушке, но один из них особенно. Привязанность его была настолько сильна, что однажды тетушка не рассчитала с нагрузкой и померла. И вот искатели приключений отправились в Честнот-Ридж. Там Лора все-таки сумела отыскать единорога. Он был похож на видение, но поистине прекрасен. Удивительно, но единорог ответил на ее приветствие. Может, он тоже видел Лору в своих снах, как и она его. Но пока Лора приручала единорога, Вивьен и Чак вновь попали в переделку, но уже в местном пабе, и устроили самую настоящую ковбойскую драку в лучших традициях вестернов. И все же жизнь охотников за сокровищами состояла не только из приключений. В Виллоу-Крик они вернулись не с пустыми руками, а с амисканскими редкостями, поэтому сумели возвести свой собственный дом, а также всем городом приступили к строительству музея. Цунами решила объединить краеведческий музей вместе с городской администрацией и возвести в городе ратушу, где могли бы проходить различные торжественные мероприятия. Все это время, пока искатели сокровищ путешествовали, Цунами Мураками, наш достопочтенный мэр, не сидела без дела. Она построила парк, организовала городское правительство, совет основателей, куда вошли по одному представителю от каждой семьи. На собраниях совета, как правило, решались важные вопросы, направленные на развитие города. Цунами издала важные указы о налогообложении, например, согласно которому каждую неделю жители обязаны выплачивать в городскую казну налог на развитие города. Также она издала указ об официальном празднике – Дне города, а еще об архиве. Этот указ обязывал живущие в городе семьи приобретать технические средства для фотофиксации хода строительства города для городского архива. А еще Цунами попала в долговую яму. Дело в том, что как мэр она стала заниматься не только внутренней политикой, но и внешней, и устанавливать дипломатические отношения с главами других городов. Мэр Камареби великодушно пожертвовал Цунами кругленькую сумму на строительство городской ратуши, но отдать долг Цунами предстояло к концу лета, да еще и с процентами, и нам вообще-то очень интересно узнать, сможет ли она это сделать в срок. И вот теперь город затаил дыхание в преддверии приезда новой семьи. Кто же это будет? Цунами всегда мечтала создать не просто город, а целый организм. Но сейчас ее город начал превращаться в большую семью. Все жители стали друг другу как родные. Поэтому мы и задаемся вопросом, смогут ли они принять в свою семью новых горожан? И сможет ли Цунами пройти этот путь, выстроить город и стать для него лучшим главой? Давайте узнаем об этом вместе.
Однажды отец поделился с Цунами мудростью. Ты должна быть справедливой и верной своему делу. Справедливость, как известно, не нуждается в силе. Она сама и есть сила, к которой тебе следует прибегать, управляя своим городом. А мать посоветовала не терять твердости руки. Город подобен искусству бонсай. Отсекая ненужные ветви, мы придаем дереву форму, поэтому твоя рука должна быть тверда в тот момент, когда требуется срезать излишнюю крону, чтобы дать ветвям расти в нужном направлении. Глядя на свой город, Цунами считала, что он растет в нужном направлении и не стоит на месте, а движется вперед, развивается. Она была горда собой, но знала, что предстоит еще многое сделать, прежде чем можно будет сказать: этот город войдет в историю и будет жить долгие-долгие годы.